олимпийские звезды, селебритис. Я выходил на новый уровень, где уже можно было подняться в верха, так скажем, нашего шоу-бизнеса. Мне ногу отрубают, грубо говоря. В тот момент я понял, через свое ничтожество, что самое последнее, узнать свою силу. Где ты участвовал, в каких съемках, где был моделью? Мариана была, был Google, был Bowflex. Люди-инвалиды, я же инвалид. Кто мне скажет, что я инвалид? Ну скажите мне. Вообще сложно Мне сказать. смешно. Тот человек не хотел жить, Вау. а ты помог ему поверить в то, что есть жизнь Вау. после этого. Понимаю, что вот это я хочу нести в массы. Показать, что инвалиды могут быть сексуальными, они могут быть с другой ориентацией, они могут быть с другими интересами, они могут быть иммигрантами, они могут быть whatever, кем угодно. Это настолько круто дать новую жизнь Вау. человеку. Когда мне с ногой была ситуация, у меня тоже был мысль о суициде. Всем привет, друзья, на Вайбе Успеха. И сегодня мы приехали в гости к невероятному человеку, чья история показывает, что трудности могут быть невероятным трамплином для того, чтобы подняться вверх. Это история про мотивацию, это история про то, как не потерять себя. Дим, подписана на тебя уже почти год, слежу за тобой, за твоей историей, и знаю, что ты вдохновляешь очень многих людей. Помимо того, что ты их вдохновляешь, ты им и помогаешь своей историей, своей работой с ними. Недавно встречалась с Алексеем Чебелюком, ему передадим привет. Ты работал с его другом, Да. помогал ему Встать на ноги. встать на ноги, скажем так, после того, что он перенес. Да, он потерял ногу. Это такая похожая история. Но что касаемо тебя, ты очутился здесь, в Америке. Ты приехал за своей мечтой американской. Ты танцор, ты модель. И вдруг так произошло, что твоя жизнь полностью повернулась на 180. Знаете, конечно, сейчас я иду весь такой спортсмен, все у меня хорошо, там, я уже все это знаю, но если вернуться туда, это был совершенно другой человек, тем более в тот момент он потерялся, он обнулился, как я говорю сейчас. Было страшно, было очень страшно, и в тот момент мне помогла моя подруга Алинка. Она в меня вселяла свет и веру. Это очень важный для меня человек в жизни, которая излучает в ней огромный потенциал духовности, той, которая может дать этот свет, если ты готов его принять и понять структуру, так скажем, существования человечества. Ну, то есть отдать, любить, принять, простить и вот все вот эти вот истории. По-коротенькому она вдохновила меня, она дала мне веру в то, что вся сила это находится во мне, и мне нужно просто ее достать. Танцы – это про твое вдохновение или это остается сейчас также твоим принципиальным заработком денег? Нет, заработком денег уже не является как 4, а то и 5 лет. Вот. Танцы, они всегда во мне. Это всю жизнь будет так. Это никуда не денется. Это помогает мне держать себя в форме, это помогает мне выделяться из толпы, это помогает мне привлекать внимание, это помогает мне взять новые контакты, это помогает моему эго. Танцы всегда со мной. Как заработок денег не являются. То есть, если это есть проекты, какие-то, например, у меня был проект с Зиндай, где мы делали рекламу для On Running Shoes. То есть, они выходят на рынок, как уже из серии Nike, у них категория цены такая же. И Stop. И там приходилось танцевать. То есть, там набрали нас 60 танцоров, а американцы, знаете, какие танцоры. И мы прям танцевали, то есть все было на счетах, и мне было очень тяжело. Это был ретрит работа, потому что там ты тот момент, когда ты чувствуешь себя в худшем составе. В худшем. Я в самый последний из всех. И я понимаю, что мне не хватает навыка, я уже давно не танцевал, а они звери. А я лицом в грязь упасть не могу же. Мы работаем там с утра до вечера. Вечером прихожу, по видео учу, потому что знаю, что завтра камера будет работать, 5 дней съемок. Так устал. Сказать просто, потому что, это было в тот момент я понял, через свое ничтожество, что самое последнее, узнать свою силу. И я такой, вау, я самый низкий, где могу быть. Они все такие классные. А что я с этим могу сделать? Как я могу повернуть тебя в положительную сторону? Репетируй дома. Работай.
Я приходил, работал, спать хотел, работал. Приходил, опять косячил. Вся группа из-за меня снова начинается. Еще раз. Еще раз. Я понимаю, что все из-за меня. Мгм. Я вообще никак. Но в итоге, 5-й день, съемка. Я вот вообще ни на какой. Устал, ненавижу эту работу. На 2-й день думал, да похеру, уйду я отсюда. Что они меня так оскорбляют? Никто меня не оскорбляет даже. Там мое видение было такое. Я ничтожество, мне лучше убежать, знаешь? Надо же всегда быть классным. А тут через вот это я такой думаю, вау, давай-ка мы поуничтожаем своего нарцисса, опустим в самое нищую. Развлечение для него такое будет. И оттуда я, на 5-й день, когда мы сделали эту рекламу, все хлопали, как мы подошли танцоры, обнимали и говорили, man, you're fucking killer. Мы ведь видели, как тебе тяжело, но как ты старался на своей ноге, ни разу не присел, ни разу не пожаловался, по 6 часов стояли в съемке, нога затекала, ни разу не проявил слезу. 1 раз на 4-й день я сказал, ребят, мне надо сесть, потому что, окей. Ну, много народу работает, естественно, ни на кого внимание как бы сосредоточиться. В итоге мы все сделали, ребята меня респектовали, я сказал, вау, в своей слабости я увидел такую силу. И иногда даже не совсем плохо быть самым последним. Нам не надо быть всегда первым, иногда последним. Это прекрасно быть для самого себя, что, ага, я могу сделать лучше, я делаю, я говорю, мне мурашки. И эта работа для меня была таким весомым. И там я танцевал. Поэтому танцы иногда приносят мне достаток, но они не на регулярной основе у меня, и не смысл заработать денег. Если они в рекламе даются какой-то там, классно. Нет, я занимаюсь другими вещами. Дим, мы говорим на нашем канале про успех. Канал называется «На вайбе успеха». И я у каждого спрашиваю, что значит успех конкретно для тебя. Для меня сегодня успех – это вообще понять, кто я на сегодня. Не по статусу, не по работе, а по внутреннему состоянию. По внутреннему состоянию хороший человек. Это прям приходит у меня, и меня это радует. Для меня успех – это когда я горжусь собой, где даже недопонимаю себя. Это успех. Я могу это принять, оценить. Я живу ту жизнь, которую я хочу жить. Для меня это успех. Понятно, что все прилагающиеся истории, деньги, слава, карьера и так далее, мне кажется, оно автоматически к тебе и приходит, когда ты находишь успех в себе, кто ты есть, и когда ты несешь этот успех, так скажем, энергию, так скажем, любви и позитива в этот мир. Ну, грубо говоря, чистого сердца. И здесь мой успех, что я понял, что я не по-настоящему проецирую позитив, а искренне от сердца он идет. Искренне людям будет комплимент, искренне всем интересно поговорить. С кем-то неинтересно поговорить. Это тоже круто, что мне неинтересно поговорить, потому что нет того, что как-то... мне не хочется эту энергию. Тоже уважаю свой момент. То есть, если раньше я пытался быть для кого-то всем хорошим, неудобная история вот эта вот. Ну, неудобно же отказать, там, неудобно там подумать. Очень даже удобно. Как научиться говорить «нет»? А у меня, кстати, моя подруга Красинка всегда говорила, говорит, вот ты меня научил говорить «нет». Он никогда не понимал, ну как он так делает, сука, вообще. Типа, у меня история есть, вот я говорю постоянно, здоровый эгоизм. Эгоизм. Я стараюсь делать все немножко в здоровом эгоизме, то есть, пример, например, мы с подругой идем куда-то и вот проводим классное время. И тут у нас не было планов, например, построить сегодня целый день. Какие-то моменты. В 3 часа у меня моментально меняются планы. Или что-то типа такого. Я говорю, все, я в 4 типа сваливаю. А что, типа, может быть, это? Я говорю, нет. Почему? Я говорю, я не хочу. Какие планы? Люди воспринимают многие это как эгоизм, но я считаю, это вполне нормально взрослых людей. Есть собственная жизнь, и каждый меняет ее, живет свою жизнь. И подстраиваться под кого-то, это как минимум, это даже не сочувствие, это как минимум ты просто не уважаешь свой выбор. И каждому человеку можно дать определенный ответ «нет» в своем контексте, со своей энергией. И надо просто пробовать говорить «нет, нет, не хочу, не нравится». Не из серии «не нравится, не буду», а из серии, когда «я это не хочу». Нет, нет, спасибо, I'm okay. Пожалуй, не сегодня. Мне не заходит. И вот такие моментики, они, помимо того, что ты приходишь к себе, во-вторых, тебя и люди больше по-другому начинают ценить. Тебя начинают уважать, кто-то ненавидеть. Ну, кто-то ненавидеть, не знаю, это интересные люди, конечно. Давай немного нашим
слушателям расскажем вот ту самую историю, когда молодой Кима Дима, еще такой амбициозный танцор, Да. приехал покорять Америку. Ага. И что с ним произошло? Во-первых, я говорил эту фразу «бойся своих желаний», потому что я когда ехал в Лос-Анджелес, я говорю, я хочу быть там вот уникальным. Таким уникальным, вот что вообще прям уникальным. Как я могу сделать это? Ну ладно, проколи уши, сделать какие-то дреды, ну типа, я же прикольный, тебе же кажется, что прикольный. Ты в LA приезжаешь, здесь таких прикольных на прикольного. Каждый второй красавец с шикарными телами, талантливый безумно. Конкуренция пипец. И тут я понял, что уникальности-то мало, но хотелось уникальности. Получите, распишитесь, уникальный, вперед. И я такой, окей, погнали. И вот эта вот история, вот с таким вот принятием, вывела меня сегодня вот сюда, где люди хотят взять у меня интервью, мотивируются, им интересно. И, наверное, я двигаюсь в правильном направлении. А правильное направление это что? Это победитель. Не сидеть в жертве, а стать победителем для самого себя. Неважно, в какой ситуации ты находишься. Опять же, ситуации бывают разные, но найти в ней какие-то положительные моменты всегда можно. Всегда. Ну, то есть нужно, я бы сказал так. Поэтому это вот какой-то вот сейчас такой вот духовный свой мир, я назову так, я открываю людям не от того, что там тебе надо бы. Нет, я никогда не лезу своими советами. Спросили, получили ответ, классно, супер. И начинается разговор. И классно, то есть все друг другу что-то подсвечивают, и прям это здорово. Как это вообще произошло? Ты гулял по Лос-Анджелесу. Да. Как на тебя упала эта бетонная плита? Ну вот так я гулял в Лос-Анджелесе, увидел вот просто бетонная мусорку перекрывает. Я вот так на нее запрыгнул, фотку сделать, она упала. Раздробила ногу. Ну и все. 4 операции, и ноги нет. Поэтому я бы мог более сказать это драматично, но не могу передать эти эмоции, потому что настолько пережил уже всю эту историю, столько много давал интервью, когда даже плакали слезы. Я понимаю, что для интервью это, наверное, будет это классно. Но у нас все по-настоящему. И, наверное, оно будет такое... Это было тяжело, понятно, но сейчас это вспоминается по другим векторам, наверное. И актер я херовенький, поэтому у меня все по-настоящему, и я даже социальные сети стараюсь вести по-настоящему. Какой есть. Ну, вот какой есть. Принимайте, нравится, не нравится. Мне вот уже все равно. Я столько в жизни терпел вот этого под кого-то подстраиваться, что я так съебался, что я и не хочу ни под кого подстраиваться. Ну, не хочу. Я знаю, что со многими ты связываешься даже онлайн. Те, которые лишились также, вот, например, ноги, как и однажды ты. И мне вот интересно, что ты им говоришь. Ты окей. Ты окей. Выдыхай, ты окей. Я окей тоже. Это уже через несколько лет. Вот. Но все круто здесь. Все здесь круто вообще, не переживай. Сейчас моментик херовасто будет. Прям вот так. Нормально, плачешь, реви. Но слишком, говорю, не заревывайся. Ни к чему хорошему не приведет. Дай себе пару дней, пореви, пострадай. Жертва, боже, все. Не имеешь на это право. Полное. Но не заигрывайся. Очень легко заиграться. Очень легко заиграться в жертву. И прям даже нравится. Подарочки носят. Пишут. Постоянно заботятся. Это будут люди, которые хотят постоянно быть в помощи. А эта энергия чуть-чуть такая... Жертвы энергия, она очень и прикольная, и неприкольная, по крайней мере. То есть она такая из серии, ты себя в позе жертвы, тебя все жалеют, вы говорите все про вот это, а отсеиваться будут те, кому это уже будет неинтересно. За тобой месяц-два походят, посидят, ну, блядь, нет, уже тяжело. Людям надо свою жизнь жить, а тебе надо жить свою. Если ты хочешь ее жить классно, живи ее классно. Пытайся, пробуй. Тяжело быть победителем. Тебе никому надо, знать, спортсменом как бы тяжело, как тяжело быть чемпионом. Это too much work. Но она работает. И здесь также работает для себя. То есть ты должен вытянуться в чемпионы. Это тренировки, работа, мысленная работа, психологическая работа, работа с окружающим миром, работа со своим телом. И пошло. Погружайся в себя. У тебя есть на это время сейчас достаточно. Поревел, погнали дальше.
И когда вот этот процесс... И вот так вот я с ними захожу в процесс, в момент, начинаем разговаривать, получаю ответ на его реакцию, посмеюсь, задам вопрос, а откуда ты, как? И все, и люди встают. Люди встают с постельных коек, потом вот мне дарят билеты через друзей на симфонический оркестр. Я говорю, типа, что, кто? Ты моему другу помог встать, вот он ногу потерял, ты ему помог своими словами. А я говорю, вау. Я даже неосознанно где-то не знаю, что я человека сделал героем. Представляешь? Даже на тот момент он мне сказал о том, что тот человек не хотел жить, Вау. а ты помог ему поверить в то, что есть жизнь Вау. после этого. Фух. Можешь Да. себе представить? Вау. Поэтому, когда я тебе Неплохой человек. писала, когда тебе сообщение голосовое говорило о том, что ты действительно великий человек, ты вот пропуская через себя вот это все, даешь людям сделать новый вдох этой жизни. Вау. Можешь себе представить? Вау, спасибо. Это настолько круто дать новую жизнь Вау. человеку. Я даже не могу это понять. Если опять вернуться в ту силу, хотя в той стороне, когда мне с ногой была ситуация, у меня тоже был мысль о суициде. Такие разовые акции, но они были. Потому что страшно, не знаешь как. Ты, тем более, еще как человек, который придирается к своему телу, или там к тому, что у меня там нос, что-то надо чуть-чуть поделать, бровки. Тут тебя ногу лишают. Ты такой, что? Страшно. И хочется кричать всему миру. Хотелось к маме очень сильно. Но мама не знала. Я маме не говорил, что мама еще больше переживать начнет. Я как герой, без ноги. Мама, что будешь делать? Я говорю, ну что, в ресторан пойдем, а я под капельницей лежу, уже на операцию еду. В ресторан пойдем, все нормально. Мама, что, пьяненький уже, все, давай потом поговорим. А ну что, давай, хорошего дня рождения. А мне ногу отрубают, грубо говоря. И все, и я в тот момент понял, бля, ебать ты, чувак, ты классный. То есть помимо того, что я мог прожертвовать, сказать, мама, люди, помогите. Нет. Никому ничего не сказал, брату только сказал. И мои друзья пришли, поддерживали меня, вдохновляли меня. И я говорю, а как вообще это выглядит? Я даже ни разу не видел человека с протезом. Типа они ходили где-то в мире. Не интересовался даже им. И пришел человек, тоже Джей вроде его зовут, с протезом. Он говорит, чувак, вот я с протезом хожу, смотри, у меня 2 детей. Я бегаю и тому подобное. Я говорю, классно. Ты веришь в судьбу? Не знаю. Как будто верю, как будто не верю. Веришь, что должно было все сложиться именно так? Вот в ситуации, что мне это должно было случиться, да. Назвать это судьбой не знаю. Может быть, да. А может быть, это вот какое-то предназначение. Не знаю. То есть это вот... Я знаю, что у меня рост идет всегда в том случае, когда я как феникс, я татуировку хочу сделать. Он именно про меня. То есть я себя очень ассоциирую, потому что мне надо в пепел уйти жестко, чтобы взлететь, чтобы понять, осознать. Так во всем. С ногой, в любви, в отношениях, в тусовках. Уничтожиться полностью. Там осознать. Это как обнуление? Наверное, да. И кто-то называет это самоуничтожение, программа самоуничтожения, кто-то называет это психологической травмой. Не знаю. Называйте как хотите, я вот изучаю себя. До сих пор изучаю это в длинную жизнь. Но знаю одно, что не программирую сейчас себя, кстати, вот, официально заявляю. Слушайте, что может быть что не так. Не надо обязательно уйти в пепел, чтобы взлететь. Но в данной ситуации с ногой получилось именно так. То есть нужно было обнулиться, в пепел раскрошиться, нарастить новые крылья и взлететь. И пестрить этими радужными крыльями по Лос-Анджелесу. Ты в Америке уже 8 лет. Да, 8 fucking years. Скажи мне, это то место, о котором ты мечтал, это то место, где ты хочешь продолжать дальше жить? Это хороший вопрос, потому что вообще никогда не мечтал об Америке. Никогда не знал, не увлекался, не знал ни культуру, вообще ничего, ни какой-то гей-комьюнити, не интересовался. Я не знаю, как назвать, судьбой называйте, моментом. Я влюбился. И этот мальчишка переезжал в Америку. А я, как в песне «Любовь Успенской», к единственному нежному бегу по полю снежному. Кто-то назовет это невротизм, кто-то назовет это... Я считаю, что это прекрасное качество, когда ты ради любимого человека готов свернуть горы, бросив все остальное.
Может, это неправильно, но можно жить по-новому. Но на тот момент, да, у меня было все хорошо. Концерты, олимпийские, звезды, селебритис. Я выходил на новый уровень, где уже можно было подняться в верха, так скажем, нашего шоу-бизнеса. Но я понял, что это не про любовь, он был проводник меня вот с сегодняшними людьми. И не было мечты в Америке вообще. И как я уехал в Америку, я думаю, ну окей, у меня нет московской прописки. Я ее делаю в подземном переходе за 1200 рублей. Складываю свой паспорт, прихожу в посольство и говорю, получите, не получите. Значит, судьба будет. Мне дают визу на 10 лет. Я такой, окей, погнали. Приехал на 20 дней. Запустил еще. На 20 дней, правда, было похмелье, я пропустил самолет. Очень мы гуляли хорошо. И 20 дней в Лос-Анджелесе. Конечно, это каждый день у нас праздник был. Это сейчас мы уже такие живем здесь. И все, и вот как-то так, и ситуация привела меня в Америку сама, и Америка сама меня оставила здесь. Она сказала, никуда ты не поедешь, тебе надо немножко повариться тут и понять, кто ты. Вот, наверное, вот так. Ты гей, и этого уже не скрываешь. Вот он такой, как он есть. Насколько здесь ты себя комфортно чувствуешь в этом плане? Насколько вообще тебя принимают твои родственники, друзья? Кто-то, возможно, отвалился. Я обожаю вообще, что я в этом мире являюсь тем, кем я являюсь, наконец-таки. 30 лет живя в Казахстане, в России, в других странах, мне приходилось одевать маску человека, кем я не являюсь. Я являлся самим собой, но я не мог проявлять любовь, куда мне хотелось. Я не умел делать от этого комплименты людям, потому что мне тяжело было. Я бы сказал, это меня не научили родители, да не про это. Сам не хотел учиться, потому что скрывался от себя же. И Америка, God bless Америка, я только могу сказать, потому что, я говорю, мне аж прям плакать хочется от этого. Это настолько она открыла мои крылья, настолько дала мне свободу, дышать воздухом, которым я хочу, говорить о том, о чем я хочу. Причем всем эти темы интересны. Все мы люди, это нормальная история, но кто-то не разрешает. А я разрешаю, разрешаю. И мне нравится эта жизнь, прекрасные люди. Понятно, что есть какие-то моментики, но я их никогда не вижу. Мне так классно здесь. Мне, в принципе, везде было классно. Но здесь еще класснее, потому что я могу быть собой. Я могу любить человека того же пола, кем я являюсь. Поэтому это прекрасно. Мои родители знают об этом. Я сделал свой камин-аут 5 лет назад. Они отреагировали странновато. Но сейчас мы с мамой чатимся, я говорю, новый ухажер, она говорит, мне нравятся его глаза, или мне предыдущий больше нравился. То есть это прекрасно, это еще больше подкрепляет тебя, больше дает тебе силы, что живи свою жизнь, сын. И брат знает, причем у него брата жена, ребенок, сейчас второй раз жена у него будет. И как бы вот такая вся история, и прекрасно. Я обожаю Америку, здесь очень классные люди. Все открыто, все свободно. Сердце Димы свободно сейчас? Свободно. I'm single. Да, я специально я хотел, между прочим, кольцо купить на эту руку. Мне сказали, в Америке кольцо одевать на левый палец. А у нас же на правый? Да. Я говорю, тогда на правый я сам за себя выйду замуж. А на левом оставлю. Поэтому, да, сердце свободное. Открытое, кстати, в данный момент. Я очень открыт к чему-то серьезному. Почему не приходит в мою жизнь? Не потому, что я не хочу. Не потому, что я там какой-то пики, как американцы, высокомерные и тому подобное. Не сходятся пазлики в некоторых моментах. Вот все не сходится. А как они должны сойтись для тебя? А вот не знаю. Но чувствую, не то, чтобы не мое. Рассматриваю, шансы себе даю, партнеру. Что для тебя первоочередное, секс или духовность? Нет, секс, конечно, важный фактор. Конечно, простите, но секс у меня первое. Вот. А на сегодняшний момент. Хотя, может быть, заблуждаюсь. Знаешь, как я скажу? В моем поле, если происходит секс, то я понимаю, что это был уже выбор через какую-то духовность. Чуть-чуть, понимаешь? То есть он чуть-чуть этим обладает. Где-то больше, где-то меньше в своем мире. Уже интересненько. Проблема в том, что иногда просто эту духовность мы не показываем тут, никто не рассказывает, кто чем живет глубокий мир. Классный, да, и тому подобное. Поэтому больше это фан сейчас. Поэтому, чтобы уйти в отношения и открыть свое сердце, это нужно определенные истории, эмоции, закрепки какие-то коса. Что-то должно произойти.
Тогда, наверное, здесь я выберу первое духовность, а потом уже секс, чтобы началась история. Если рассмотреть с гейской стороны, сначала секс, а потом поговорим. Сейчас я думаю, что нас смотрит много девушек, и многие из них задаются вопрос, а может быть ли так, что Дима все-таки откроет для себя женский пол, и вдруг появятся ли отношения у него с женщиной? Знаете, что скажу? Мне 38, я до сих пор себя изучаю. Мне они рассказали, может, меня какая-то женщина обидела. Я говорю, меня женщины всю жизнь любили. Не скажу точного ответа нет, потому что каждый из нас, вообще мы правда не знаем, кто до конца мы, что нам нравится до конца. Мы до конца не раскрываемся. Страхи, обиды, блоки, стереотипы. И я нахожусь в том городе, где можно позволить пойти во что угодно, во все его выходящие, где ты себя изучаешь, где ты охереваешь от своих возможностей, от своего потенциала и от своих демонов тоже. И это прекрасно, поэтому в этом году у меня было очень много открытий для себя, и я понял, что это не предел, и классно. Поэтому на твой вопрос я отвечу, что в жизни все возможно. Все может поменяться. Что ты ценишь в женщинах? Зарожденный материнский инстинкт – это что подразделяет? Любовь к детям, к правильности и пониманию мужчин, животных, мать. Конечно, красота, грация, то есть это женственные определенные черты, которые у нее от природы не имеются, и они не могут не очаровывать, потому что это прекрасно. Это вообще подход к жизни, мышление женское очень мне нравится, потому что я как гей, и даже многие геи не обладают женским мышлением. А я с девушками, когда общаюсь, они говорят, ты как тёлка говоришь. Ну, типа, пацаны даже такое не понимают. А я и как пацаны мне рассказывают, я говорю, вы серьезно не понимаете? Вы сейчас угораете? Они говорят, нет, но она вот так. А я ее пипец как понимаю. И я его как пипец понимаю. То есть у меня уникальный есть дар, я на двух сторонах. Чувствование, да? Очень. То есть прям всю женскую вот эту историю я могу прям и прожить, и проплакать, и просмеяться, и понять, и подколоть полностью. И пацанов также. Вот прям 50/50. Ты редкий экземпляр, ты совмещаешь Да. в себе и вот эту женскую энергию, и мужскую. Да, то есть это только в том случае, когда я научился ей управлять. То есть раньше я не мог ей управлять, и она шла против меня, и я думал, что со мной не то, что что-то не так, что я додумывал слишком многое, и мне это мешало. А как в Америке вообще относятся вот к таким людям, которые, например, без ноги? В Америке как относятся? Во-первых, я работаю в компании с людьми-инвалидами. Называется команда Infinity Flow. Работаю уже 77 лет. Перестань. Вот, не у тебя интервью берут, доминируем стать. Вот, и я работаю в компании Infinity Flow. Это команда, которая занимается людьми с ограниченными возможностями. Мы помогаем верить им в себя, мы вырабатываем гранты на коляски, мы делаем прекрасную работу для людей-инвалидов. И Америка дает на это возможность, на это спонсорство, на это вариации, и мы записываем различные видео, делаем хореографические постановки, выезжаем в другие города с историями о нас. Люди, у нас есть девочка слепая, но она дизайнер. У нас есть мальчик глухой, но он шикарный танцор, который открывал Супербол в Америке. О май гад. То есть это гениальные люди, это люди бесконечности, без каких-то таких штук, но у них такая сила. Я горд работать в этой команде и являться организатором этой команды. Мы недавно делали конвенцию в компании Ford. И я в моменте стою и думаю, ты даже сейчас себе не скажешь спасибо. Мы забываем сказать. А я стою такой, душу и говорю, господи, спасибо. Я работаю в Ford, я устраиваю конвенцию Ford. Я вот недавно приехал в Америку и не умел говорить по-английски. А сегодня надо будет выступать 500 человек людей, где я буду говорить свою историю, о том, мотивировать людей, делать перформансы, показывать свою команду, что... И это прекрасно. Поэтому Америка дает возможности на чувствовать себя не таким каким-то отстраненным. Наоборот, к ним относятся очень классно, уважательно. В клубах мы приходим, девочки на длинной коляске заезжают, расступаются, она тусует на длинной коляске. Шикарно, прекрасно. Это раскрывает сердца, это заставляет чувствовать себя немножко по-другому, на другом левеле. Поэтому через людей-инвалидов я вообще, вот чему я хочу показать, что люди-инвалиды, я же инвалид. Кто мне скажет, что я инвалид? Ну, скажите мне. Вообще сложно сказать. Мне смешно. Ну, типа,
что. И я понимаю, что вот это я хочу нести в массы. Показать, что инвалиды могут быть сексуальными, они могут быть с другой ориентацией, они могут быть с другими интересами, они могут быть иммигрантами, они могут быть whatever, кем угодно. Но если, как говорится, человек хороший, и он еще может людям что-то дать, прекрасно. Хочу быть этим человеком, уже ими являюсь, но имеется в виду, хочу быть прям вот каких-то мировых масштабов, чтобы, знаешь, это огромные компании, огромные контракты, это огромные массы, это уже в массы, куда можно дать информацию. То есть, как вот перейдем близко к тому, что у меня вышла книга моя, и она называется Unbroken, несломленный, и она уже запустилась на Amazon 2 дня назад. На русской версии еще пока не знаем, как ее загрузить, потому что понимаем вот здесь конфликт. Мы можем приложить же ссылку на твою книгу. Ну, было бы супер. Ребят, так что обязательно читайте эту книгу. Да, она, правда, на английском сейчас, она есть в электронной версии, а в бумажной версии мы на этой неделе будем уже запускать. Поэтому вот так, да, и я уже понимаю, что я вложил уже что-то для массы, но хотелось бы больше еще. То есть понимаю, что расширение вот внутри себя чувствую, вот надо просто делать и идти, вот, как бы так. Ты написал свою книгу. Расскажи вообще про процесс написания этой книги. В каких состояниях это происходило? Что ты пытался этой книгой донести людям? Я когда жил свою жизнь, я понимал, что она мне складывается так интересно, как кино. Ну, типа, прям глобально очень, как сказали бы астрологи, или как там, по Сатурну меня прям там вообще крыло. Всю жизнь кроет. Очень жестко со мной. На кнуте и пряники жизнь. На кнуте и пряники. Пряник получил, кнут еще быстрее пошел. Всю жизнь. Вот через тернии к звездам, как говорится. И в этой книге я рассказал очень много. Рассказал, во-первых, свой внутренний мир, про который вот я сейчас вещаю. Какие-то советы, где люди попадают в тяжелые ситуации, где можно получить какую-то мотивацию. Как я вообще себя дисциплинирую и не дисциплинирую. Как у меня это не получается, как у меня это не получается. Секс, наркотики, рок-н-ролл. Все рассказал. Будет немножко даже неудобно, но принимайте как хотите. Я художник, я так живу. Я так вижу. Поэтому какой есть, оголился полностью, и это полное принятие меня самого себя. Тяжело было моментами входить в состояние, в моменты, где ты не то чтобы не хочешь вернуться. У тебя мозг просто как будто блокирует эту информацию, ты якобы не помнишь. Вспоминалось. Через слезы, через мурашки по коже, через алкоголь. То есть я прям в состояниях и опьянения писал. В состоянии под кетамином писал, под кокаином писал. На оргиях писал. Наговаривал в диктофон. И рождалась определенная моя история, где все в книге рассказалось, показало меня как человека, ужасного, может, человека, живущего не по правилам этого мира, традициям. Но это моя жизнь. Я никого не обижал. Я никого не убивал. Я никогда не желал кому-то зла. Соответственно, я могу сделать вывод, что я живу свою fucking жизнь. И мне все равно, если тебе не нравится. Сори. Типа, проработай что-нибудь, может, себе там, не знаю. Но как-то вот так вот. Для меня эта книга стала... Во-первых, я вот, честно камеру скажу, я молодец, наконец-таки. Потому что, правда, порой забываем говорить. Я постоянно время практикую. Да, классно, классно. Гордись собой, говори об этом. Когда ты говоришь это не из серии там... а с душой отсюда. Люди это не видят, как это... Люди видят в этом, вау, молодец. А если их что-то триггерит, значит, и у них какое-то расширение, им что-то хочется, не позволяют. Я когда искренне вижу, что люди радуются, это видно. Такие, молодец, разъеб, Димас. Мне один мой друг сказал, класс, я куплю себе книгу, эту поставлю себе на полку, где будут книги моих друзей. Я говорю, вау, прикольно. Модельный бизнес. Да. Тебя часто приглашают крутые организации для того, чтобы ты был лицом их компании. Расскажи немного про это. Где ты участвовал, в каких съемках, где был моделью? Вообще моделинг, мне всю жизнь нравилось смотреть на модели, что я на девушки, что парней. Я думал, блин, какие классные они ходят в таких шмотках. Ничего не делают, да, и такие классные. А ничего не делают, это тяжелая работа. Каждая работа по-своему сложна. Кто-то скажет, что блогерство легкая работа.
И мы такие оба, ничего подобного. Это очень сложная работа, это пипец. Моделинг то же самое. Любая работа — это вклад большой энергии, работы себя. И быть моделью — это постоянные диеты, это хорошо выглядеть, это знать чувство стиля, это разговаривать с людьми, коммуникация, подать себе, глаза, вид, камера. Очень много аспектов. Но мне как танцору всегда была интересна публика. А для меня публика — это камера. И я представляю, что это зал, и я включаюсь в себя. У меня брови автоматически подтягиваются, кожа натягивается. Мне подруга говорит, трансформация идет. У тебя, говорит, как мутация, ты сразу молодеешь. Я говорю, это, знаете, свои, наверное, стороны какие-то правильные. Но иногда тоже их не знаю, потому что когда смотрю фотографию, думаю, господи, какой ужас, я могу выложить такую фотографию. Опять же, да. Но перейдем к моделингу. Много работ пришло, то есть с потерей того, что я принял ситуацию, точнее, что я могу с этим делать. Я могу стать моделью с одной ногой. Интересный продукт. Как я могу это сделать? Мне надо привести себя в красивую форму. Я всегда хотел много татуировок, я их сделал. Сейчас на сегодняшний день я закончил. То есть я люблю, чтобы она красиво смотрелась. И все, и я начинаю просто ходить по кастингам в агентство. Не получалось очень долго. Проходили страхи, саботаж. Ты не категория модели. Там просто не берут, не отвечают. Но друзья, там, модели известные говорили, Дим, ты же понимаешь, у тебя будут там только там какие-то медицинские и тому подобное. Сели страхи, благодарю их за это, потому что на самом деле они через вот это я пытался еще больше доказать. В общем, и да, я как будто начал доказывать себе и всему миру, и понял, что это еще работает, и на меня вышли уже компании, я ходил в кастинге, очень много нашел компанию, агентство, они, правда, берут 35%, очень дорого, вот, а еще таксы, 50% ты просто отдаешь зарплаты. Но они дают классные проекты, то есть глобальные, например, Риhanna, Savage X Fendi, я работал в последнем видеоблоке, где был Ирина Шейк, как его-то, «Пират Карибского моря», Джонни Депп. То есть она там собрала огромный состав, и даже я видел блогеры известные, они снимали, что типа, представляете, вот давайте разберем новый клип Рианны, какая модель. Вы знаете, что там снимался наш танцор из Казахстана, Дмитрий Ким, типа, и вот там меня показывают, я 3 секунды, я стою в камеру, позирую с бичи фейс, вот, и с ногой, и типа все. И я такой, вау. То есть популярность была 3 секунды, мы снимали это сутки, но потом я такой, 3 секунды, а мне друзья говорят, тебя 3 секунды хотя бы показали, а вот эту, которая известная тиктокерша, у которой там очень много подписчиков, там снимали, говорит, тебе показали 1 секунду, говорит. Так что, говорит, ты окей. Я говорю, окей. Это даже вечная тоже компания в себе, что типа, что-то со мной не то. Поэтому Рианна была, был Google, был Bowflex, это тренажеры, это были нижнее белье для ЛГБТ-комьюнити главного дизайнера Эндрю Кристиан, для главного дизайнера Марко, который сейчас костюм Бритни Спирс. То есть я был ведущей моделью, где я представлял, то есть за мной стоят 20 красивых парней, мы все в разбавках, я стою в центре, и помимо того, что мы позируем, мы начинаем еще танцевать, это, знаешь, красиво передавать этот вайб, что и девочки, и мальчики пищат, красиво, круто, то есть вот такие моменты были, то есть проект Зиндаи, очень крутой был проект On Running Shoes. То есть Tommy Hilfiger, мой один из главных проектов, где я стал лицом на 2 года и на веб-сайтах, и на баннерах во всем мире скидывали. То есть это было прикольно, когда ты такой, типа, вау, нифига себе, типа, международная реклама. То есть это иногда даже, сейчас уже говорят, что-то такое, там, Target, я такой, Target. А потом такой, ни хера себе. Я говорю, прикольно, что я могу к себе докопаться, знаешь. Поэтому хочется, конечно, поработать с лакшери-брендами. Например, я видел то, что девочка на Бурбери была одноногая, и сделали ее в новую коллекцию. Потом, вау, это же лакшери. Уже ассайтменты выходят на вот этот уровень. И я хочу тоже для Луи Виттона, для Прады, как минимум. Понимаешь, очень бы хотел бы в Праде поучаствовать, это было бы круто. Вот, поэтому вот так вот хочется. Поэтому реклам было много, и опять же ситуация, видишь, поменяла все, в другую сторону, но я настроил себя на положительный лад, и оно начало работать, оно начало давать плоды, оно начало популярность, деньги, и это не можно радовать. Если откатить историю назад и взять того Диму, который только приехал сюда, что бы ты сейчас мог ему сказать туда в прошлое? Что ты недостаточно красив, что тебя бросили родители, что ты весь такой бедный несчастный. Ты можешь так думать, но я тебе с будущего говорю, что это не так. Ты просто тратишь на это время. На самом деле ты красивый, ты талантливый, тебя родители любили, по-своему любили. Ты поймешь попозже.
Мир тебя любит так же прекрасно. У тебя столько возможностей, столько вариаций. Да вообще, ты даже в Америку поедешь, прикинь. У тебя ноги, правда, не будет. Ну, ты не переживай, ты справишься, потому что ты очень сильный. Ты даже не знаешь, что потенциал. На улицах, школах не дрался. Да потому что про другую силу был. Ты про силу мысли, про силу энергии, про силу слова. Не про физическую силу. Причем физическую силу ты и подраться можешь. Дело в том, что ты не можешь наносить удар другому человеку, делая ему увечья. У тебя потрясающий пес Бруно. Да, вот он, Бруно. Немножечко Мы уже внимания на Бруно. Подружились. Да. Замечательно. Замечательный волшебный пес. Расскажи вообще, как получилось так, что у тебя появился такой замечательный друг. Как появился Бруно? Бруно, Бруно. ты же самая лучшая покупка за $400 в моей жизни. Просто что за $400? Блин, прости, ты стоил тогда. Моя любовь. И история вообще очень интересная была. У меня все, знаешь, какой-то новый левел чего-то, он переходит через мое тело, как у меня как ретрит проходит. Коронавирус началась, нас закрыли всех дома. Естественно, я сам с собой. И я взял не от одиночества, я взял, наоборот, от изобилия, что мне хотелось делиться. Я сам с собой, когда один остаюсь, я наполняюсь очень сильно, я не теряюсь. Я очень сильно наполняюсь. Я ухожу в отшельники, наполняюсь вот так, что потом выхожу и просто раздаю просто вот так вот. Неважно как, это в тусовках, либо органике, но сам факт, энергия прет, ее очень много. И появился Бруно. И как появился? Моя подруга звонит и говорит: Дим, я хочу себе очень сильную собаку. Поехали, меня свозишь, типа, за ней. У меня машины как раз там не было. Я говорю: блин, я не поеду, что я очень хочу, но я же возьму себе. Она говорит: ну, типа, может, надо, посмотришь. А какого бы ты себе взял? Я говорю: подожди, надо подумать. Я всю ночь лежал, гуглил, какую собаку я хочу. Такой. И мне первое, хаски, эти вот субашные, куча энергии, добрые, ёпнутые. Проекция тебя. Я говорю такой, да, я говорю, я хочу себя. И появилось, ну, как мы приехали туда, вышла мексиканская женщина, 7 щенят в машине, 15 детей сзади, куча шалару, орут все. Я такой: вау, типа, вот это жизнь. И всю ночь думал, какую собаку я себе хотел, представлял, что это будет черный хаски с голубыми глазами, назову его Зевс, Аполлон, грозно. И коричневого точно не рассматривал, прости, вообще. И тут, короче, цвет какой-то, ну, типа, черного хочу, классика, модно смотреться будет в камере. Тут, короче, приезжаем туда, а Настя хотела рыжую, потому что она рыжая сама. Мы приезжаем туда, все черно-белые, и один рыжий. И она принципиально хотела девочку. Она говорит: о, рыжая, класс, типа, как ее зовут? Она говорит: это мальчик. А такая: блин, мальчика я не хочу. Придется черненькую взять. Я говорю: а он ходил всех кидал этих девчонок своих. Он один мальчик в семье. И все девчонки. И я такой говорю: это пацан? А я пацана хотел, собаку. И я говорю: это пацан? Он говорит: да. Я смотрел, всех кидает. Я говорю: какой характерный. Поднимаю его вот так вот, побрыкался. И сразу же уснул. Прям вот и уснул. Ой, могу прям при сердце. И я прям на него, господи, я вот так уже я реву. Я говорю: Настя, что мне делать? Она ржет, стоит. Она говорит: я же тебе говорила. Ржет. Я говорю: я не могу. И он открывает глаза, у него один зеленый, другой коричневый. Я говорю: господи, ты что за пес такой? Ты что за чудо? И все, он мою руку облизывает. Все. Это та история, когда пес меня выбрал. Я всегда не верил в эту историю. Да, он меня выбрал, и все у нас решено было. Вот, поэтому, говорю, у меня слезы на глазах. Поэтому, да, он для меня прям самое большое сокровище. Что для тебя счастье и что делает тебя счастливым? Делать меня счастливым то, что я могу быть счастливым, знаешь. Выбор быть счастливым. Вот, и меня это радует. То есть я не ищу сомнения. Мне говорят: вот там вот день был плохой. Я говорю: ну, бывает, да. Он такой классный. Он даже дал мне те эмоции, где я мог ревновать. Вау, какая эмоция интересная. Неприятная порой. С ума сводит. Но она же эмоция. Я живу свою жизнь. Для кого-то я не очень хороший пример для подражания. Образ жизни и так далее. Для кого-то кто-то видит в этом силу, кто-то видит в этом баланс, кто-то видит: вот, ты можешь и так, и так. Как мне мой друг сказал, говорит: Димас, только ты, говорит, можешь, говорит. А разъебаться, говорит, просто 2 суток вообще непонятно под чем, где и как, со всеми выходящими. А на следующий день сниматься для Диснея. Он говорит: это только ты можешь. Да, я снимался для Диснея недавно. И они говорят:
это уникально. И я понимаю, что я счастливый. А счастливый, потому что нахожусь не совсем в гармонии, ее ищем, этот баланс. Но мне нравится жить эту жизнь. И это, наверное, счастье. Просто жить жизнь. Просто жить жизнь. Мне нравится, когда забота происходит именно такая материнская, отцовская. Все у вас там хорошо. Хорошо проводите время, грубо говоря. Окей, доезжайте домой в сохранности и безопасности, грубо говоря. Вот это забота. И вот такая забота безумно подкупает в людях. И очень... Чувство юмора очень люблю в людях. Это очень классно, когда можно поржать, обнулить и вообще все равно. Очень открытых люблю людей. Когда не боятся говорить о своих демонах, о своих пристрастиях, о своих тайных желаниях. Круто. Сильные люди. Не боятся. Офигенно. Офигенно. Очень люблю глубоких людей. Это можно говорить часами, это круто. Это в этих разговорах находишь свои инсайты. Опять, очень круто. Целый мир. Люблю людей, которые любят животных. Если человек не любит животных, мне кажется, вы подозрительнее. Смотрела недавно твой телеграм-канал, где ты озвучил о том, что хочешь выйти уже на какой-то еще один для себя уровень и проводить для людей какие-то вебинары, обучение, что это будет какая-то такая тема интересная. Ты уже пришел к этому, ты уже понимаешь, о чем ты будешь говорить с людьми через этот посыл. Знаешь, как у меня работает? Я в школе, в университете был... Импровиз у меня был. Я никогда не готовился. Я никогда не учил по формулам. А мне мой учитель говорит: Дима, у тебя столько ключей от всех дверей. Вот тебе бы еще их правильно подобрать. Все дороги открыты. Я выкручиваюсь из ситуации, касаемо экзаменов, через призму ощущений мира и поверхностными словами. Выкручивался. На троечку, на череску сдавал. Нехороший был студент. Но все знали, что потенциал огромный, и просто не хотелось учиться. Вообще, понял, что очень много приходит сообщений о том, что Дима, а как, например, мне сделать так? Как мне уйти с отношений? Мне нравится мальчика, вот эта вот история нет. У меня брат потерял, что я ему могу сказать? Я понимаю, что люди спрашивают, постоянно запросы. Я подумал, а что, если мне на этом замонетизироваться? Хватит раздавать бесплатно, грубо говоря. Ты даешь, ты вкладываешься, ты работаешь, ты тратишь. Энергии. Да, ты тратишься. И мне тоже надо. Я подумал, а что, если создать комьюнити? Например, в группе Телеграм-канале, я еще не обдумал, как конкретно, где буду набирать определенное количество людей, и с которыми будем 2 раза в неделю мы созваниваться, личные вопросы там выбирать какие-то, где я буду подключать профессионала, еще психолога, и плюс еще, например, грубо говоря, эзотерика. И вот мы втроем разговариваем с людьми. То есть я даю свой вайб, профессионал рассказывает потом эту же версию с другой стороны. И то есть мы все немножко меняемся. И у нас, например, курс на месяц, на 1,5, созвон вторник, суббота. И вот такая история. Там курс сколько-то денег. Примерно такая картинку вижу, потому что откликается. И есть запросы, кто бы это хотел сделать. То есть поэтому... Также индивидуально, может быть, можно будет потом брать, то есть посмотреть в эту сторону. То есть понимаю, что расширение идет, и, наверное, вот скоро это займется. Какие сроки, непонятно, но сейчас надо понять, как это все упаковать, это вот распаковка, как это называется, компьютерные вот эти штучки, это моя история, надо нанимать людей, которые это будут делать. Too much work. Но будем делать, идем туда, потому что хочется и с книгой, и совсем как-то выйти в массы. Знаю, что в будущее заглядывать сложно, но какое оно твое идеальное завтра? Спокойное, с спокойным состоянием самим собой. Самодостаточен. Для меня это обязательно финансовая история. То есть мне нужны бабки. Большой какой-то дом, я буду много путешествовать. Я прям это вижу, я прям много путешествую. Собака со мной рядом. Прям много путешествую, займет это какой-то период времени. А потом это вот дом, спокойствие, какой-то определенный бизнес, который я уже пойму, что мне нужно сделать, потому что оно еще не пришло. То есть я не хочу делать бизнес ради бизнеса. То есть сейчас я начал заниматься недвижимостью. Ухожу в это все. Страшно, безумно, потому что это новые левели, это новые деньги, это новые фразы на английском языке и так далее. Страшно, безумно. Человек, как занимающий артом, всю жизнь танцевал, то есть это другая история. Но я понимаю, мне как мужчине мне нужно зарабатывать деньги. На танцах я далеко не уеду, на одной ноге много не потанцуешь. Нужно зарабатывать деньги. И я понимаю, что в это нужно уйти, погрузиться в позитивную энергию. И вот сейчас все это в проекте. Я уже этим занимаюсь, я понимаю, что это
Работает. И хочу развиваться в этом плане дальше. Это И риэлторство? это риэлторство, да. Это покупка недвижимости под кредит и сделание из нее short-term rental, то есть суточные сдача дома, либо long-term, на долгий срок. И инвестиция в недвижимость, грубо говоря, через инвестицию в недвижимость, где ты получаешь свои определенные деньги, которые тоже проворачиваешь, и пошел. То есть в этом плане хочется вот так развиваться. Что в жизни может заставить тебя вот прям заплакать? Это вообще элементарно. Скажи сейчас Бруно, я заплачу. Я вообще очень в этом плане ревун ужасный, но ревун от того, что не по жизни, как все плохо, а по ощущениям внутреннего сострадания. Я могу смотреть мультик, в хороший момент я реву. Это вечная история, все друзья знают. Хорошо закончилось, что ты ревешь? Я не могу. Ну, почему так хорошо? И оно... Вот это вот у меня имеется. То есть я могу проплакаться, видя, как, например, мама сидит с ребенком, она его целует. Я могу заплакать, потому что там красиво. Я могу заплакать, не знаю, на сансет могу заплакать легко. То есть сколько момент. Поэтому реветь для меня элементарно. Ну, типа, если это по чувству. Если это по боли, не реву, терплю. Как воин терплю. А когда сердце вот чуть-чуть чувствуется, все, не могу прямо... Как мне папа мой говорил, у меня папа, чтобы вы понимали, у него все 10 пальцев сломаны. Он дрался всю молодость. И за маму хулиган был ужасный. Ужасный, бродяга хулиган. Красивущий был. Везде шатался, тусил. Ну, у нас это, знаешь, генетически заложено. И недавно, кстати, с папкой общался. И сказал ему, папа, говорит, если ты что-то в жизни думаешь, что ты делал неправильно, ты все сделал охуенно. Если ты думаешь, что ты был плохой отцом, ты был охуенный отец. Ты дал мне такую... мужскую энергию, которую сейчас я могу транслировать благодаря тебе. И папа вытирал так скупую слезу, убирая телефон. Мы с ним созванивались последний раз, там, лет 12, потом 4 года назад. Тут я решил позвонить со взрослым напутствием. И мы с ним прям так поговорили. Сколько много людей, детей, обиженных на своих родителей. Очень много. Очень каждый, мне кажется, из нас все равно вкладывает в глубине души где-то подобижен. А я вот тут скажу, ребят, обижаться, на обидных воду возят, как там говорят. Ну, типа, завязывайте обижаться. Многие жизненные моменты бывают. И прочитайте мою книгу, тоже поймете, что я могу быть обиженным вообще на всю жизнь на них. А зачем мне это надо? Это же мешает нам чувствовать жизнь по-другому. Ну, то есть, прости, пойми и отпусти, не знаю. Ну, то есть легко сказать в этих фразах. Понятно, что там будет глубокая проработка истории и так далее. Но хотя бы попробуй через, возможность простить, хотя бы возможность, если уж совсем очень тяжело. Допустить моментик. Даже если нет родителей у кого-то, да, то отпустить именно в мыслях, войти в состояние, где можно их увидеть. Мы же все умеем включать у нас уникальная возможность рисовать себе картины. Рисуйте картины, представляйте, разговаривайте с ними. Энергетически вы высвободитесь. И это по-любому это работает. То есть это, кто-то скажет, что это сказка, не верит. Попробуйте. А потом скажите, что стало хуже. Не скажете так. Соответственно, это работает. Прощение очень важное. Я сам обида ебаная. Простите, матерюсь много. Обижаюсь много. Но я старался быстро подзабывать, потому что понимаю, что у каждого имеет право. Так сделал не от природы человек, а от своих каких-то страхов, неуверенностей. Ну, не желал тебе зла, по сути. А родители, как они могли тебе пожелать зла? Никак. Кто-то сейчас скажет, да они меня вот так вот. Ну, не умели, не могли. Да прости ты, дурак. Ну, не умели, ну, молоды были. Ну, денег не было, ну, страхи были. Ну, со всех сторон страна рушилась. Там вообще не понятно, что было, кошмар. Поймите, тяжело было людям. Простите, поговорите. Тебе же самому же легче станет, что самое интересное. Самому же легче становится. Так зачем себе же вот эту вот историю копить? И вот я вот с отцом и с матерью, вот недавно с мамой тоже поругался на неделю. Трубки от нее не брал, типа обиженный. Позволил себе быть ребенком. Потом, как долго будем держаться? Она тут пишет. Я позвонил такой, типа, все, как дела? Как мы умеем. Типа ни в чем не бывало. Первые 10 минут я триггерила, а потом раз отпустила. Я думаю, что выдумывал себе вообще? Знаешь, на одном интервью один человек мне сказал, если ты собираешься
продолжительное время обижаться на человека, представь, что его завтра нет. Мгм. Да, никто не знает, когда он может упасть стена, как на меня. И никто не прикидывал, не гадал, что ты завтра одноножка. И жизнь твоя повернулась вспять вообще в другую сторону. Поэтому, да, у нас есть только сегодня вот этот моментик, про который тоже я порой забываю, и люди забывают, и все мы забываем. Поэтому набежаться, ну, хочешь обижайся, набежайся. На человека не станет, но будешь его через imagination свой представлять и извиняться. А пока есть, не знаю, обнять человека, даже как бы он тебя не бесил, и как бы обида на него не была, но у тебя есть соприкоснуться своей энергией сердце к сердцу, как меня научили обниматься. Мы обнимаемся почему-то всегда вот так. Надо обниматься сердце к сердцу. Вот так. Я говорю, вау, оберни мои имя, научили, сердце к сердцу, брадер. Я говорю, что? Мне же прямо это, знаешь, я говорю, вау, как глубоко. Поэтому есть же такой момент, как родители, родственники, бабушки, тети, братья. Обнять. И это прекрасно. Поэтому у меня скоро появится такая возможность. Я скоро получу документы и обниму своего брата, свою маму, папу. Прекрасно. Пусть Только будет в эмиграции, Пусть спасибо, будет только в эмиграции понял, представляешь? В эмиграции я сконтактировал со семьей. На расставании стал ближе. Интересно. Когда были вместе и что поделись, нет, окей. Обиженный, сам все добиваюсь, ничего не хочу, всех учу. Эмиграция, Америка, когда меня полностью оторвала вообще другой континент, от всех отсоединила. И у меня вот это семья, любовь. Что семья, любовь? Типа что? Мы же вообще не про семью. В моей семье не было говорить спокойной ночи. В моей семье не было говорить с днем рождения. С Новым годом. Мы никогда с семьей не встречали Новый год вместе. Ни в один Новый год в жизни. А тут я такой, я хочу с семьей за одним столом посидеть. Прям болтать, смеяться. Бруно внизу там косточки подбирал. Знаешь, такая история. Я создал группу в WhatsApp, назвал «Наша семья». И теперь у нас на диалоге. Мы переписываемся, мама нам рецепты скидывает. Мы там мультфиты. Какое у меня сегодня состояние. Я там мотивационную вещь на день кидаю. Понимаешь? Классно. Объединение. А все чего пошло? От меня. И не то, что я такой классный. А как только ты начнешь прощать и любить, вокруг это тоже придет. А если ты будешь, блядь, обижаться и обижаться, ну и вы все будете обижаться. Кто-то же в этой семье должен сделать шаг. Так будь это ты. Будь ты, и вот пусть с тебя начнется. Как бы тяжело не было, ну такая ноша. Да, справлюсь. Тяжело будет, как меня будет бесить, как я вот этот ребенок мой будет. Да не могу простить. Сможешь. Зато прикинь, какую ты на себя ношу берешь. Ух, батя! Ты сказал, что 8 лет уже находишься здесь, в Штатах, и многие ребята, переезжая сюда, теряют себя. Как бы то ни было, приезжают за мечтой, но Да. когда ты уже здесь, все как в тумане, не знаешь, что делать, и многие возвращаются обратно. Как ты смог пережить вот эту иммигрантскую депрессию, так называют? Ну, я знал, что эмигрантская депрессия у меня была, это перелом ноги с ногой. Это было мое вот это становление. О, время пришло, Бруно пришел. Здравствуйте. Бруночек. Господин Бруно пришел. Самый красивый мальчик. Ты, кстати, в моем интервью уживаешься, да? У меня был этот переломный момент именно с ногой. И вообще Лос-Анджелес. Все же видят, как, вы живете в Лос-Анджелес, постоянно солнце. Все у вас классно, все у вас разрешено. Ну, начнем с того, что Лос-Анджелес один из самых дорогих городов. Здесь очень большие таксы. Не каждый справится. Это город не для слабых. Если ты слабый, тебя надломают. Еще слабее сделают для того, чтобы ты вырос. А вырастешь ли ты? Многие приезжают, год живут и уезжают. Не могут. Ссылаясь на то, что, нет, у вас там бомжи, у вас не... Все плохо. Мне эти бомжи ходят. Понятно, что... Не мешают. Нет, классные перформеры. Такие перформансы выдают. Просто глядение. Как на мир смотреть. Понятно, что не до абсурда. Вот. Поэтому я уехал в студию с Голливуда. Вот. И поэтому он многим снимает корону. Здесь в Лос-Анджелесе нет звезд. Кроме Шарлиз Терон, Брэд Питт и тому подобное. Наши звезды здесь, здесь все звезды. Здесь каждая официантка актриса. Каждая официантка. Каждый бартендер шикарный певец. Талантище. И этот город всем скидывает корону.
То есть ты талантливая актриса, которая работала в Италии, где-то там с какого-то... Здесь ты приедешь, ты будешь официанткой, тебе эту корону нахер скинут. Для чего? Приземлиться, по духовному росту вырасти и пойти уже без короны, но королевой. Не кричать об этом. Поэтому он так, он ломает всех. Он очень гоняет всех в одиночество, в соблазны. Каждому свое. Город очень жесткий в плане вот каких-то таких жизненных моментов. Здесь всех быстро, если кого-то там ломает, он кого-то жизнь там ломает за 10, там, 5 лет. Здесь годик 2 и все. Тебе что-то придет. Жди. Придет, и тебе ты с ним справишься, если ты захочешь. Поэтому городок такой. Нет, чтобы ты приехал, и все шоколадно стало. Ни одного кейса такого не вижу. Все проходят такое. Тем более, когда у тебя был статус, ты знал, как ты живешь. А тут ты живешь не так, как ты жил. Конечно, тем более надламывать это мужиков, когда они зарабатывают большие бабки, и тут он разносчик пиццы, грубо говоря. А у него жена еще, которая ходит и смотрит на красивых качков. Ему ж тяжело. Поэтому город очень тяжелый. Но опять же, он не для слабаков. Вот. Я не слабак. Какой твой жизненный девиз в те моменты, когда ты прям чувствуешь, что все, земля выбилась из-под ног? Сказал, я подумал, как такое было. Когда нога случилась, и когда я расстался с первым бойфрендом. Что ты себе говорил вот в тот момент? Как ты поддерживал Это себя было очень страшно. изнутри? Я помню, что у меня было 2 ситуации в жизни глобальные, ну, с осознанного возраста вот этого уже. Это ситуация с ногой и ситуация в отношениях. То, что там была безумно токсичная у меня любовь была. И там земля ушла, я вообще ничего не понимал. То есть я не функционировал как человек от слова совсем. То есть я не понимал, как надо есть, как надо лежать, а зачем лежать, а куда идти. Вот такая потеря. Ужасно. И что я себе говорил? Я дал себе время на вот эти эмоции. Прожить этой жертвой. Видно, даже в ноге ее не прожил, я прям проживал. Песни в машине с алкоголем в руке. Похуй, что могут остановить. Как бы. Я в моменте. Мне нужно кино. Я упускал эти эмоции, 3 дня сидел. 3 дня я ревел, жрал, курил сигареты. Что хотел делал. 3 дня прям ревел. А потом сказал, так, все, посмотри на себя в зеркало. Как выглядишь? Отвратительно. Красные глаза, опухшие, состояние внутреннее ужасное. Я говорю, хочешь продолжать? Не. Погнали в другую сторону. Погнали. И все. И потихонечку начинаешь вводить себя в порядочек, больше проводить свое время со своим телом, намазывать себя кремушком, сходить к парикмахеру, пообщаться с человеком, пойти в зал, купить себе новую шмотку, заработать на другую новую шмотку. И постепенно, и я сейчас даже не могу вспомнить этих моментов. А это было мечтой исполнить год назад. Это про какую-то вот любовь к себе. Что вообще для тебя любовь к себе? Да. И знаешь, как сейчас модное убеждение, особенно про бодипозитив, когда нужно принимать себя таким, какой ты есть. Принять себя. Прекрасная вещь. Если она принимает себя в бодипозитиве, очень круто. Если она себя принимает, и she doesn't give a shit, тут people о них подумает. Это круто. Как фильм вот этот, страшно красивый, где толстуха все видела под ракурсом, что ее весь мир любит. Прекрасно. Кайфуй. Для меня любовь с собой тоже полное принятие себя таким, какой я есть, не нарушая чужие какие-то моменты, да? Любовь к себе — это вот вообще и баловать себя, и в то же время и дисциплинировать, и иногда даже в каких-то моментах ухудшать себя — это тоже любовь к себе. Позволить себе быть не идеальным, поэтому быть плохим, быть сексуально агрессивным, негожим, не как социум велит. Круто. Это любить себя. Димка, такой ты классный, такой вот, ты знаешь, действительно искренний и естественный. Спасибо. И вот когда я создавала канал, я сказала о том, что мои интервью, они ни в коем случае не будут никогда наиграны. И я даже, когда еду на интервью, я никогда гостю не присылаю никакие вопросы. Да. Потому что для меня важна вот эта искренность, Да. и быть готовым человеку, Да. моему собеседнику, позволить себе абсолютно все. Да. Вот просто такой, какой есть. И это классно, это подкупает, это то, что действительно ценно, и то, что не каждый может себе позволить. А ты даешь возможность для людей приоткрыть для себя вот эту дверь
Дверь в естественность, дверь в то, что действительно человек хочет, дверь в то, что не нужно бояться быть таким, какой ты есть, показать себя. Огромное тебе спасибо. Вот Тебе это спасибо. тот свет, который ты несешь. Тебе спасибо Блин, тоже классно. огромное. Спасибо, что это из меня достало. Спасибо, что слушала. Очень важно, когда интервью у меня, оно как бы тоже не первое, да. Интересно, когда интервьюер через себя проходит. Потому что я вижу, когда я говорю в этот момент, как у тебя реагирует тело, как глаза меняются, как улыбка. То есть ты проживаешь. И это тем самым, а мы же как люди любим найти тоже уши, грубо говоря, да? Тем более, которые тебя понимают. И это прекрасно. Поэтому у тебя есть прекрасный дар с прекрасным голосом. Вот, продолжай это делать. Вот, ты открываешь людей тем самым. И я думаю, что этот ролик поможет очень многим. И где-то что-то подскажет, где-то что-то подсветит. Вот, поэтому... Однозначно. Я в этом уверена и с большой благодарностью к тебе за тебя. Спасибо. Вот за то, что ты есть. И все. Спасибо. Спасибо. Обнимашки. Ой, Снято. спасибо. И тебе спасибо большое. И Так, тебе теперь спасибо. кушаем. И тебе спасибо, мой хороший. Вообще в кадр. Да подожди, еще не идем.